Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. В кадре Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет! И сегодня мы вещаем из очень интересного места. Кстати, если вы досмотрите нашу сегодняшнюю передачу до конца, то узнаете, где мы. А мы, как всегда, подготовили для вас самые интересные события, новости, которые произошли за эту неделю. Поэтому самое время их обсудить. И начать я хочу с шокирующей новости. Ален Делон возвращается в кино. О, давно пора. Друзья, как бы грустно это ни звучало, но Ване Червинскому придется еще немного подождать свой звездный час, так как Ален Делон решил вновь вернуться в большое кино. Ален Делон получил наибольшую известность в первой половине 1960-х годов, после выхода таких лент, как «На ярком солнце», «Рокко и его братья» и «Черный тюльпан». Всего в фильмографии 85-летнего артиста более 90 картин. Последнее появление Алена Делона на широких экранах было в 2019 году в картине «Полное сходство». Надо также отметить, что за эту роль он был отмечен «Пальмовой ветвью» на 72-м Каннском кинофестивале. «Надеюсь еще раз вернуться на экран. Возможно, это будет мой последний фильм», — сказал артист. Мне почему-то кажется, что среди наших подписчиков должны быть поклонники этого большого артиста. Напишите в комментариях, ждете ли вы легендарное возвращение. Ну, Ален Делон, конечно, дает. Вот, как говорится, что у мужчин вот душа не стареет. Есть такое вот понятие. Вот мне кажется, что у него, наоборот, как-то молодеет он, что ли. Молодец он, молодец. Вроде уже и пенсионного возраста, а нет, человек хочет работать. Правильно. Правильно. А я хочу, Саш, тебе рассказать о том, что Зарина Алтынбаева, она спела для итальянцев. Послушаем. Друзья, ведущая солистка Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая Зарина Алтынбаева спела в Италии. Зарина Алтынбаева выступила в Ле Станьоне делла Мьюзика. Это международный оперный проект в Италии, который объединяет множество талантливых музыкантов и вокалистов. Например, среди участников Ле Станьоне делла Музика много молодых итальянских музыкантов и всего 2 представителя других стран. Зарина Алтынбаева, сопрано из Казахстана, и Екатерина Валиулина, скрипка, из России. Кроме того, в проекте приняли участие самый молодой дирижер в Европе, пианистка и композитор Беатриче Венеци из Италии, и также итальянский тенор Альберто Профетто и многие-многие другие замечательные артисты. Зарина порадовала европейскую публику, исполнив арию «Lo son le mille ancella» Адриано Лековрер для музыкального фильма, снятого в Италии на оперной арене, в рамках того же «Le Stagione della Musica». Что я могу сказать? Мне очень приятно, что меня пригласили на этот проект. Я получила огромное удовольствие работать и петь здесь, в Италии, на родине, Бельканто. Выбор композиции пал именно на арию, которая называется «Я лишь смиренная слуга творческого гения». Меня тронул глубокий смысл слов героини о том, что она служит музыке и является всего лишь инструментом в руках Творца. К тому же, это очень богатый и красивый музыкальный материал эпохи веризма. Viva l'arte, viva la bellezza, viva la musica. В Монтекатине все пронизано этим музыкальным направлением. Есть памятник Джакомо Пуччини и дом-музей Руджеро Леонкавалло. Поделилась Зарина о своем опыте. Друзья, я хочу сказать, что приятно, что мир объединяется в таких областях, как классическая музыка, как опера. Вообще, последнее время такая тенденция меня очень радует. Кстати, сейчас вы можете следить за тем, как сборная Италии также довольно успешно выступает на мероприятии, которое также объединяет любителей футбола, как любителей оперы объединяет Ле Стагионе делла Музика. Кстати, наверное, вы уже знаете, что итальянцы прошли в финал, и уже совсем скоро мы узнаем, кто же станет чемпионом Европы. Ну а Зарина Алтынбаева молодец, что порадовала итальянцев. А вообще нужно сказать, что такие проекты, они очень полезны как для зрителей, так и для артистов. Поэтому за ними всегда приятно следить. Красивая девушка, Вань, а как красиво поет. Да. Я думаю, что порадовала и итальянцев, ну и всех любителей классической музыки во всем мире. Ваня, у меня еще одна шокирующая новость, тоже из мира кино. «Иронию судьбы». Ремейк на этот фильм хотят снять в Америке. Серьезно? Да. Слушай, а кто будет в главной роли? А кто режиссер? А вот сейчас расскажу. На знаменитый советский фильм «Ирония судьбы» решили сделать голливудский ремейк. Крепись, Надя. В Твиттере уже можно найти первые кадры съемочного процесса американского ремейка классической советской комедии «Ирония судьбы».
На фотографиях Эмма Робертс и актер Томас Манн проводят весело время в романтической рождественской обстановке в американском городе Бостон. Проект режиссирует Мариус Вайсберг, известный своими комедиями про бабушку легкого поведения, Адольфа Гитлера и героя анекдотов, поручика Ржевского. Друзья, к сожалению, мы с вами знаем огромное количество неудачных примеров, когда ремейк был значительно хуже оригинала. Как вы думаете, в этом случае есть ли шанс на успех? Ипполит, я тебя умоляю, вылезай! Вы хоть шапку-то снимите. А мне шапка хорошо. Не только мы должны перенимать опыт у американцев, теперь и Америке пора вот взглянуть на... Правде в глаза. Взглянуть и на наш опыт, и тоже вот сделать вот такой вот великолепный ремейк. Вообще, то, что сейчас происходит, все страны меняются опытом, это, конечно, круто. И скоро уже будет не то, что, знаешь, вот американцы сняли русский фильм, русские сняли американский фильм, а будет земляне сняли кино. Фильм марсианское кино. Отлично. Саша, а пока мы с тобой тут веселимся, расслабляемся под шумок, точнее, как, наверное, неправильно так сказать. Ну, в общем, прошел грандиозно, очень весело и торжественно День Домбры в Казахстане. Саш, а тем временем в Казахстане прошел Международный день Домбры. Этот великолепный праздник отмечают уже 4-й раз. Дело в том, что первое воскресенье июля было назначено Международным днем Домбры. И как отмечают этот праздник, это всегда очень интересно. Конечно, домбра — это очень важный инструмент для казахстанцев, но во время празднования казахи не только играют и поют, но и уже придумывают много чего интересного. Например, в Шымкенте портреты великих кюйши в стиле поп-арт украсили город. А в этноауле Шымкала прошел онлайн-мастер-класс по изготовлению домбры. Ремесленники рассказали, как и из каких материалов делают национальный инструмент, в чем его уникальность и возможности. Также в библиотеках прошли выставки и творческие вечера. А, например, в столице этноансамбль «Коркыт» Государственной академической филармонии Нур-Султана, который существует под управлением Шолпан Корганбек, представила вниманию казахстанцев кавер-версию известной песни Кенеса Досейкеева на слова Шомышбая Сариева «Домбра Туралы Баллада». Друзья, я всем вам рекомендую посмотреть этот красивый, интересный ролик с захватывающим сюжетом. Очень качественно, красиво снято. И вообще, это очень интересный праздник, День Домбры. Друзья, напишите в комментариях, как вы праздновали, как вы отмечали, потому что все-таки, как мы знаем, домбра — это казах, а казах — это домбра. Ваня, ты веришь в везение? Конечно, удачи. Вот, у меня как раз новость об удаче. Житель Южно-Сахалинска в лотерею выиграл более 500 миллионов рублей. Везет же людям. Победитель всего-навсего купил билет за 200 рублей и 5 июля в розыгрыше 3444 тиража стал обладателем суммы более чем 500 миллионов рублей. Искренне, от всей души поздравляем победителя! Друзья, вы тоже по-прежнему считаете, что тот, Кто возьмет билетов пачку, тот получит Водокачку. Это вот этот мужик, нет? Нет, другой. Саша, раз уж мы заговорили об удаче, я хочу сказать, что моя следующая новость очень похожа на твою, только в ней я хочу рассказать о том, что казахстанец выиграл $1 миллион США. Ухью. Слушай, ну казахи везде впереди. Даже по суммам. Житель Казахстана выиграл $1 миллион в Дубае. Ришат Тюлегенов 2 июня приобрел онлайн счастливый билет номер 0517, который позволил ему выиграть $1 миллион. Розыгрыш и распределение призов состоялось в Дубайском международном аэропорту в вестибюле Д. Ришат Тюлегенов стал третьим гражданином Казахстана, который выиграл $1 миллион, начиная с 1999 года. Именно в том году стартовала акция «Миллионер тысячелетия». Кстати, в настоящее время организаторы пока что не могут связаться с победителем и порадовать его хорошей новостью. Поэтому, друзья, если вы знаете Ришата Тюлегенова, вы можете рассчитывать на Суюнши. Кстати, среди призов я посмотрел, были очень классные и интересные вещи, например, автомобиль Mercedes и мотоцикл Harley Davidson. И, конечно, меня сразу заинтересовал этот розыгрыш, я тоже подумал, что почему бы и мне не попытать удачу. Но, к сожалению, я посмотрел, билеты стоят по $277. Конечно, Mercedes и Harley Davidson, ну и $1 миллион, естественно, это довольно сладкие призы, но все-таки $277
Ну, не знаю. Друзья, если кто-то захочет рискнуть, заходите на сайт дубайского аэропорта. Точнее, если быть точным, Dubai Duty Free. Казахам, я как понял, в этой лотерее везет. Поэтому, может, вам стоит попытать удачу. Ну, если, конечно, у вас есть лишние $277. Вань, ну судя по твоей новости, казах в аккурат побеждает каждые 10 лет. Поэтому сейчас, наверное, торопиться не стоит. А лучше вообще стать казахом за эти 10 лет. И потом проголосовать, да? Да, и снять куш. А как раз вот эта вот компания, которая проводит голосование, проводит конкурс, вот эту вот лотерею, они как раз вот сейчас по $277 как раз и за 10 лет накопят, да, 1 миллион, чтобы отдать казаху. Нам выплатить, новоиспеченным казахам. А у меня, Вань, есть тоже очень интересная новость из Турции. В Турции обнаружена новая цивилизация. Ничего себе. Друзья, фантастическая новость. В Турции были найдены следы ранее неизвестной цивилизации. Житель города Билиджик пришел в местный археологический музей, принеся с собой несколько предметов, которые нашел у себя во дворе многоквартирного дома. Местные археологи всерьез заинтересовались и решили провести раскопки и необходимые анализы. Эксперты были сильно удивлены, когда возраст находок оказался более 8,5 тысяч лет. Ученые пришли к выводу, что останки могут принадлежать ранее неизвестной цивилизации, которая жила на этом месте более 9 тысяч лет назад. Так или иначе, но теперь эти останки считаются одними из самых древнейших, найденных на этой территории. Люди, проживавшие в этом регионе, прекрасно знали, как вести сельское хозяйство, у них имелись домашние животные и так далее. Одним словом, у турецких ученых теперь очень много увлекательной работы. Да, Саша, слушай, я вот, конечно, слышал некоторые теории о том, что Турция – это колыбель цивилизаций, но, видимо, оправдывается. Ты, кстати, не собираешься поехать в Турцию-то? Я вот жду удачного момента. Там, вроде говорят, сейчас слишком жарко, а у нас вот в Петербурге сейчас идеальная погода. Вот, поэтому, наверное, нужно немного подождать. Тем более, Саш, знаешь что? Столько интересных новостей, которые можно рассказать. И, например, Сабина Алтенбекова, красавица-волейболистка, она попала в топ-3 самых популярных волейболистов всего мира. Друзья, вы помните, недавно мы рассказывали вам про Сабину Алтенбекову. Это великолепная волейболистка, которая попала в список 100 самых красивых людей планеты. Так вот, теперь она заняла 3-е место в списке самых популярных волейболистов мира. Сабина Алтенбекова делит 3-е место сразу с несколькими спортсменами. Мухаммад Мусави из Ирана, Плеумджит Танкау из Таиланда и Бруно Резенде из Бразилии. У всех у них 1 100 000 подписчиков. 2-е место в этом списке занимает филиппинка Алиса Вальдес. У нее 1 300 000. А лидирует с большим отрывом иранский волейболист Саид Маруф, у которого без 100 000 2 миллиона подписчиков. Вообще, друзья, я хочу сказать, что девушки из Казахстана, они очень красивые, но все-таки покоряют сердца поклонников они своей скромностью. И вы, наверное, и без меня знаете, что многие конкурсы красоты регулярно отмечают красавиц из Казахстана. Например, совсем недавно стало известно, что Дина Амир представит Казахстан на крупнейшем конкурсе красоты в Miss World International, который пройдет в Соединенных Штатах Америки. Кстати, для Дины это будет первый конкурс красоты, в котором она примет участие. Поэтому, если вы хотите следить за ней или, например, если хотите помочь Сабине догнать Саида Маруфа, то ссылки на Сабину и на Дину я оставлю в описании. Слушай, а что получается в этом конкурсе и мужики могут выиграть? Ну, да, там как бы такой смешанный. Помнишь, Джей Кей говорил же, что скоро в будущем будут смешанные виды спорта. Вот, видимо, эта тенденция дошла и вот до этого голосования. А я, Вань, хочу тебя спросить, ты много работаешь? Мне кажется, что вообще я халявщик. Дело в том, что тут недавно провели эксперимент, ввели 4-дневную рабочую неделю. И я хочу поделиться результатами. Интересно. Жители Исландии на себе решили проверить 4-дневную рабочую неделю. Давайте узнаем, что же из этого получилось. Эксперимент проводился в течение 4 лет, с 2015 по 2019 год. В эксперименте приняли участие более 3000 сотрудников, среди которых были госслужащие, учителя и врачи. На период эксперимента сотрудников перевели с 40-часовой рабочей недели на 35-часовую, что очень важно с сохранением зарплаты.
В результате было отмечено, что работники сохранили прежнюю производительность, а в некоторых случаях даже увеличили эффективность своего труда. Все добровольцы в один голос заявили, что стали намного лучше себя чувствовать, перестали испытывать стресс и выгорание на работе, а также нашли баланс между работой и отдыхом. Нужно также отметить, что этот опыт уже начали перенимать и IT-гиганты, такие, например, как Microsoft. Филиал японской компании попробовал метод 4-дневной рабочей недели, и производительность этого подразделения выросла аж на 40%. Хорошая новость заключается в том, что в России также прозвучала подобная инициатива. Правда, пока она касалась только работающих женщин с детьми. Друзья, ну а как считаете вы? Может быть, уже давно пора перейти на 4-часовую рабочую неделю и побольше отдыхать? Если согласны, ставьте лайк. Ну, что могу сказать? Японцы снова молодцы. Кстати, наверное, им стоит сказать, что можно еще... Что был такой, помнишь, менеджер, который музыку Димаша ставил, и у него тоже продуктивность сотрудников выросла. Вот, может быть, если японцам рассказать об этом. Или, может, не надо, а то они и так уже вон впереди, как роботы у них там, все такое. Пусть лучше наши пользуются. Нам еще есть куда расти. Саш, ну, тогда не будем далеко уезжать из Японии и направимся в Китай. Ты знаешь, наверное, что у нас есть WhatsApp, и нам туда интересные новости иногда скидывают. Поэтому рубрика WhatsApp. Саш, ты знаешь, сейчас очень часто с помощью социальных сетей, с помощью мессенджеров люди делятся друг с другом интересной информацией и пересылают друг другу разные интересные видео, разные новости. Например, я знаю, что некоторые зрители делятся нашим выпуском новостей через WhatsApp, что, конечно, очень приятно. И у нас есть тоже наш номер WhatsApp, и нам на него пришла вот такая вот интересная история. В Китае проводили скачки, и победила лошадь из Казахстана. Наездницей была девочка. Она очень грамотно управляла и безоговорочно выиграла. Дело в том, что вначале лошадь рвалась, но девочка сдерживала пыл лошади, а на второй половине дистанции отпустила, и лошадь показала всю свою мощь. Слушай, я много наслышан о казахстанских лошадях. Помнишь, когда я был на Маттайм, я даже стороной немножко обходил их. Да, я видел то, как знаешь, как на верблюдов, где это, в Египте, да, на верблюда сажают, потом просят $100, чтобы спустить тебя. Вот-вот. У тебя примерно такое же лицо было. Такие они там мощные, матерые, поэтому я не удивлен, Вань. Кстати, друзья, я хочу сказать, что у нас с Сашей тоже байга идет. Мы с ним всю неделю собираем самые интересные события, самые интересные новости. И, кажется, на этой неделе я победил, потому что у Саши новости, патроны закончились, а у меня еще 2 патрона есть. Ну давай, стреляй. Значит, первый патрон, Саш, для тебя. На писающего мальчика надели шапан. Друзья, пока мы все тут немного отвлеклись, на писающего мальчика надели шапан. В честь 30-летия независимости нашей страны и в преддверии очередной годовщины казахстанской столицы манекен Пис был одет в казахский национальный костюм. Манекен Пис примерил уже более 1000 различных костюмов. Это довольно интересная традиция, которая началась еще в 1698 году, когда Максимилиан Эммануил прислал ему первый костюм. Это очень большая честь, которой удостаиваются только почетные гости города. Каждый месяц на решетке фонтана вывешивается список костюмов. Гардероб мальчика состоит из нескольких сотен одеяний, и костюмы меняются по списку, составляемому некоммерческой организацией «Друзья писающего мальчика». Обычно во время переодеваний
играет духовой оркестр. Ну а неподалеку от самого фонтана, прямо на центральной площади, находится экспозиция костюмов писающего мальчика. Кстати, одевание манекен Писа произошло в рамках празднования 30-летия независимости Казахстана и в преддверии Дня казахской столицы. Вот так вот, друзья. Кстати, в фильме о феномене казахов я сказал о том, что наш друг итальянец Фабио никак не может найти Шопен, в котором он хотел спеть песню на казахском языке. В комментариях откликнулось так много добрых людей, что я от имени Фабио должен поблагодарить всех, кто откликнулся. Спасибо вам, друзья. Это очень приятно. Слушай, Вань, вот казахстанцы невероятно щедрый народ. Вот нашему другу Фабио Казали, я так понял, огромное количество людей написали о том, что хотят подарить ему Шопен. Это говорит о том, что вот с полной заботой и отдачей казахи относятся ко всем людям на этой земле. Это точно, Саш. А вообще, Саш, я считаю, что это такая интересная, прикольная традиция. Вот. У нас в Питере же есть медный всадник, во-первых. Во-вторых, есть Самсон в Петергофе. Почему бы нам тоже не перенять традиции европейских наших партнеров? Шубой накрывать? Нет, ну почему? Можно в разные также одежды. Вот, если кто-то, уважаемый гость, приезжает, то можно предложить вот так вот такой обмен костюмами. Да, классная идея. А у меня, Саш, еще одна новость про Triple G. Это Геннадий Головкин. Да, он возвращается на ринг. Ну, берегись, народ. Triple G вернется в сентябре. Об этом заявил глава промоутерской компании Matchroom Boxing. Следующий шаг для Геннадия – объединительный бой с Муратой в Японии. Я думаю, что одна из проблем, стоящих за всеми этими делами Головкина, заключается в том, что он был связан с первоначальными проблемами Канело и Golden Boy. Теперь он хочет подраться. Я бы хотел, чтобы он вернулся на ринг в сентябре, потому что к моменту боя с Муратой пройдет уже год с его поединка с Камилом Шереметой, который в свою очередь состоится более чем через год после его предыдущего боя с Сергеем Деревянченко. Мне все еще нравится вариант боя Головкина с Диметриусом Андраде. Также Хирон рассказал, что возможен еще один бой с Канело, но пока что не дал никакой подробной информации. Кстати, Геннадий Геннадьевич в прошлом году обновил свой рекорд и защитил титул чемпиона мира 21 раз. Поэтому, безусловно, будет очень интересно посмотреть на легендарного боксера. Вань, ну я не завидую человеку, который вот кинул вызов Геннадию Головкину, и сейчас, вот, мне кажется, до сентября он будет спать плохо. Ну, я тоже вот не понимаю, откуда смелость берется у молодых претендентов. Ну, наверное, надо вот успокоиться, дать возможность Геннадию Геннадьевичу самому сказать, что ладно, дорогу дам молодым, потому что, я как понял, у него еще сил хватит на ближайшие лет 15, чтобы достойно давать отпор любому претенденту. Так что давай еще раз пожелаем Геннадию Геннадьевичу здоровья. Ну, я продолжаю новости спорта. Сегодня мы находились на турнире по гольфу, о котором хотелось бы рассказать поподробнее. Друзья, сегодня выпал необычный шанс поучаствовать в очень интересном мероприятии. Гольф-турнир в Петергофе. Считается, что игра в гольф зародилась в Шотландии и была изобретена пастухами, которые с помощью посохов, будущих клюшек, загоняли камни в кроличьи норы. Предположительно, игра существовала уже в XIV веке нашей эры. Мировой рекорд в гольфе был поставлен в 1976 году гольфистом по имени Боб Кук, который замахнулся своей клюшкой и забил мяч в лунку с расстояния 42 метра 75 сантиметров. Превзойти этот результат пока никому не удалось. Каждый любитель игры в гольф знает, что на поверхности настоящего мяча имеется ровно 336 ямок. И ребрышками специально, да, вставляется вот туда. Бинго! Джекпот!
Да! Вань, как ощущения? Игра еще не началась, а уже столько эмоций. Средняя скорость удара по мячу для гольфа 40 метров в секунду, что равно 140 километрам в час. А вы знали, что в гольф успели сыграть даже на Луне? Этим человеком стал астронавт Алан Шепард. Благодаря слабой гравитации мяч взлетел очень высоко и преодолел дистанцию в несколько километров. Друзья, недавно нам с Иваном посчастливилось поиграть в гольф. Нас пригласили, чтобы мы рассказали о красивом событии в мире гольфа, которое прошло в Санкт-Петербурге, в гольф-клубе «Петергоф». Турнир по гольфу длился более 5 часов под открытым небом. Мы с Иваном получили колоссальное наслаждение и море красивых кадров. Победитель турнира получил VIP-путевку на международный финал Max Royal Golf Cup в Турции. Рожкова Мария! Вот этот человек едет в Белек на финал Max Royal Cup. Поздравьте еще раз. Спасибо. Сегодня летело все, закатывалось все. Сегодня на самом деле у меня праздник, потому что это самый мой лучший раунд в жизни. И легенды гольфа, сингла, они меня поймут, потому что у каждого такой день был. Спасибо большое, играете в гольф. Это невероятно. Спасибо огромное. Саш, слушай, я так рад, что чемпион вот этого турнира, он поедет представлять нашу страну и будет выступать в Турции на вот этом международном турнире. И мне кажется, что это круто. Да, Вань, это круто, потому что я тоже был в Турции. Там очень хорошо, Вань. Я представляю, сыграть в гольф в Турции, потом искупаться в Средиземном море, это просто кайф. Так, а ты нам, значит, сейчас что-нибудь покажешь, да, под конец? Да, для тех, кто не может себе этого позволить, давайте хотя бы кадры посмотрим, порадуемся. Всем привет! Мы продолжаем рубрику «Интересные приключения». И сегодня мы отправляемся в горы. Подождите. Давайте мы немножечко расскажем, куда мы сегодня отправляемся. Сападери каньон. Это далеко отсюда? Километров 40, наверное. Друзья, все готовы? Да. Конечно. Алга! В 45 километрах от одного из самых популярных курортов Турции, города Алании, есть очень живописное место – каньон Сападере. Путь к каньону пролегает сначала вдоль побережья, а потом дорога уходит вглубь материка, к горам. Каньон хоть и находится недалеко от Алании, но добраться до него не так-то просто. Собрав надежную команду из казахов, я вновь отправился в красивое приключение. Позже я узнал, что туда возят экскурсии. Минимальную стоимость такой экскурсии мне удалось найти за $20. Однако большой минус такого путешествия – это ограничение по времени. А посмотреть там есть на что. Вот мы и добрались до каньона, находимся у самого подножия горы. Начинаем стремительный подъем, дистанция 600 метров.